Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как вязать вот такую красивую повязку. Она вяжется очень легко и просто, вот с таким красивым перехлестом спереди. Вот так. По ширине данная повязка получается у меня на 8 сантиметров. Вот так она смотрится. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот, очень красивый перехлест. Я вязала эту детскую повязку. Вы можете связать как детскую, так и на взрослого. Вот такая повязочка. Приступим к вязанию. Вязать повязку я буду пряжей белого цвета. Это пряжа Alize Angora Gold. В 100 граммах 550 метров. И нитку я буду брать в 2 сложения. Вот так. Спицы буду использовать 3,5 миллиметра. Набирать на спицы я буду 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Вот так. Теперь одну спицу достаем и начинаем вязать. Первую кромочную я буду снимать вот таким образом. Вот так. Далее все петли мы будем провязывать лицевыми. Так, вяжем до конца этого ряда. Так, довязываем. И в конце кромочную мы тоже всегда будем провязывать лицевой. Это для того, чтобы у нас был красивый край у нашей повязки. Так как мы будем вязать платочным вязанием, то все петли мы будем провязывать с одной и со второй стороны лицевыми. Снова первую кромочную мы снимаем. Далее провязываем лицевые петли. Довязываем до конца. И последнюю кромочную мы тоже провязываем лицевой. Разворачиваем вязание и снова продолжаем вязать лицевыми петлями. Вот видите, какой получился ровный и красивый край у нашей повязки. Я уже связала нужное мне количество вот на повязку. Сейчас мы замеряем по сантиметрам. Вот. Это получается 42-43 сантиметра. Я вяжу на объем головы 45-46 сантиметров. И вот как узнать, сколько нужно связать повязки, чтобы она вот подошла по размеру. Значит, вам нужно замерить объем головы. И так как это платочное вязание, вы видите, она очень хорошо, эта вязка, растягивается. И потом вы прилаживаете все это свое вязание на сантиметр и смотрите, конечно же, подтягиваете немного и смотрите, дотягивается до нужной вам длины или нет. Если нет, то довязываете. Если дотянулось, то значит уже нужно закрывать петли. И вот сейчас
я буду закрывать петли. Вот как мы это будем делать. Первую кромочную снимаем. Вторую провязываем петлю лицевой. И вот первую будем перебрасывать через вторую петлю. Вот так. Снова провязываем лицевую петлю. И вот первую перебрасываем через вторую. И вот таким образом мы закрываем петли. И так закрываем до конца. И вот когда у нас осталась одна петля на спице, мы ее провязали лицевой, перебросили, как и раньше вот мы перебрасывали. Осталась вот у нас одна петелька. Теперь отрезаем нить по длине, так как мы будем сшивать. И протягиваем, вот сделали такую петелечку и протягиваем через нее нить. Все, вот мы связали нашу повязку. Так она смотрится. И теперь мы будем сшивать повязку. Сшивать будем таким образом. Вот слаживаете так, чтобы вот ниточка, которую мы отрезали для сшивания, была сверху. Вот мы сложили две половинки рядом друг к другу. И теперь их слаживаем так вот пополам. И теперь вот заводим как бы друг в дружку. Вот так. И теперь будем сшивать. Вот я вам еще раз показываю, что вот две половинки мы вот таким образом вот так сложили. И теперь все мы выравниваем для того, чтобы сшито было все красиво. И теперь вот прокалываем все вот эти вот 4 наши сложения, мы будем одновременно прошивать. Прошивать будем так, чтобы захватывать вот за верхние петелечки, чтобы шов был не очень толстый, не очень грубый. И вот так будем прокалывать. Теперь в обратном направлении. Прокалываем через все 4 стороны. И прокалываем только, вот как видите, захватываем только верхние петельки. И вот таким образом мы прошиваем нашу повязку. И так дошиваем до конца. И вот когда дошили до конца, я здесь закрепляю ниточку. Сделаем такой вот узелочек. Потом я ее спрячу в вязание. И вот какая повязка у нас получилась. Вот таким красивым перехлестом. И вот такая вот красивая модная повязка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!